Всем привет! С 5 октября 2022 года стартовала долгожданная лотерея Грин-карты США. Регистрация будет проходить с 5 октября по 8 ноября, только на официальном сайте лотереи. Я уже записал ролик, где подробно рассказал, как заполнить анкету на участие в лотерее. Видео вы можете посмотреть на моем YouTube-канале. Почему важно правильно заполнить анкету? В случае даже самой малейшей ошибки, опечатки и т.д. вас дисквалифицируют, даже если вы победили в розыгрыше. Согласитесь, будет очень обидно. И еще очень важный момент. В анкете после ее отправки нельзя ничего исправлять. Поэтому внимательно посмотрите мой ролик и заполняйте анкету только по тем рекомендациям, которые я рассказал. Регистрация проходит, повторюсь еще раз, только на официальном сайте лотереи. Ссылку я оставлю в описании к этому ролику. Во время прохождения розыгрыша грин-карты в сети активизируется огромное количество мошенников. Некоторые мошеннические сайты могут выдавать себя за сайты лотереи Green-Card, чтобы украсть ваши личные данные или деньги. Поэтому обязательно проверяйте сайт, на котором вы собираетесь заполнять свои персональные данные. Также напоминаю, что в этом году при заполнении анкеты не нужно будет вводить данные паспорта. Данные паспорта не потребуется предоставлять до тех пор, пока вы не станете победителем лотереи и не подадите заявление на получение визы. Ну а теперь перейдем к нашей главной теме. За что могут отказать в грин-карте победителям лотереи. Прежде чем продолжить, позвольте представиться. Меня зовут Андрей Солодов, я аккредитованный миграционный представитель, город Форт Лодердейл, штат Флорида. Даже если вы станете победителем лотереи грин-карт, это вовсе не значит, что вам гарантированно дадут грин-карту. Тысячам победителей в процессе сбора всех документов могут отказать. Что происходит далее? Оставшиеся места просто снова разыгрывают среди участников. Отказ по статье «Административная обработка». Консул может прибегнуть к отказу по статье 221G в следующих случаях. Первое. Заявитель не смог предоставить необходимый документ. Это, например, может быть справка из полиции другой страны. Второе. Консул пожелал провести проверку подлинности документов заявителя, например, диплома об образовании, или подлинности отношений, например, брачных или родительских. Третье. Если правительственное агентство США проводит проверку безопасности, так называемый background check или какую-либо иную, проблема с этими проверками заключается в том, что они должны быть закончены, а виза выдана до 30 сентября. В противном случае выигрышный лотерейный билет становится недействительным. Ежегодно жертвами статьи 221G и ограничения сроков до 30 сентября становятся те, кто живет в странах с высоким уровнем мошенничества, из-за чего консулом инициируются затяжные процессы проверки документов. Заявители, чьи интервью попали на август или сентябрь, а также мужчины-мусульмане с Ближнего Востока подвергаются усиленным проверкам безопасности. Критерии отсутствия квалификации. Правила лотереи не требуют чего-то невозможного. Претендовать на визу вы можете, либо имея эквивалент среднего образования США, либо если в течение последних 5 лет вы 2 года работали по профессии, которая требует не менее 2 лет обучения или опыта. Но консул может оспорить уровень образования и опыт работы заявителя различными способами. Например, он может поставить под сомнение уровень образования, заключив, что первое. Хотя аттестат о среднем образовании и является подлинным, оно вовсе не эквивалентно окончанию средней школы в США. Второе. Аттестат об окончании средней школы не является подлинным, то есть он поддельный. Третье. Заявитель на самом деле не посещал и не закончил требуемые курсы. Так, например, один консул заподозрил, что заявитель не окончил школу и решил провести тест по русскому языку, хотя это был третий язык заявителя, что в итоге привело к отказу в визе. В эпоху Трампа Государственный департамент уполномочил консулов проводить такие тесты для победителей лотереи. Хотя ввели их вроде как для борьбы с мошенничеством, консулы стали явно ими злоупотреблять. Когда консул отказывает заявителю на этих основаниях, он либо ссылается на раздел 212А5А неспособность продемонстрировать нужную квалификацию, либо выдает постоянный запрет на въезд согласно разделу 212А6CI предоставление поддельных документов. Критерии неприемлемости. К победителям лотереи применяются те же критерии, что к другим иммигрантам. Медицинские, криминальные критерии безопасности и так далее. То есть, не могут в США иммигрировать люди с определенными болезнями или те, у кого за плечами определенная судимость. Согласно этому разделу, среди победителей лотереи риск получения отказа повышен для следующих лиц. Победители старшего возраста, старше 50 лет, лица с ограниченными активами, например, отсутствие недвижимости, те, кто не знает английский язык, те, у кого недостаточно востребованных навыков или ограниченный опыт работы, те, у кого нет родственников или спонсоров США, и те, у кого нет предложения по работе в Соединенных Штатах. Неприемлемость с пожизненным запретом, включая фиктивный брак. Победителю лотереи Green Card
потребуется сделать все возможное, чтобы его супруг-супруга имели шанс эмигрировать. Поэтому, если на момент отбора победитель не состоит в браке, он или она должны зарегистрировать брак до визового собеседования. А это уже широкое поле для мошенничества, поскольку многие одинокие победители заключают фиктивные браки ради денег и возможности эмигрировать в Штаты. Эта категория браков называется всплывшими браками, так как они возникают после этапа отбора в лотереи. И по этой причине к таким бракам более пристальное внимание. Они подвергаются тщательному консульскому рассмотрению. Если консул решит, что брак является фиктивным, победителю лотереи навсегда будет запрещен въезд в Штаты за нелегальный ввоз иностранцев. Более того, его второй половинке поставят пожизненный запрет в США на основании существенного искажения фактов. Подозрение в несоблюдении инструкции лотереи. Как и в случае с первым разделом, в этой области подавляющее большинство победителей лотереи получают отказы. Причины могут быть самыми разнообразными, но я старался выделить самые распространенные из них. Первая категория – дефектная фотография. Например, цветной фон вместо светлого, фото было подвергнуто фотошопу, не видно уха на фотографии, заявитель на фотографии не похож на себя и так далее. Фотографиям для анкеты на розыгрыш грин-карт существуют особые требования, и вам нужно им соответствовать. В противном случае вы получите отказ. Поэтому внимательно изучите эти требования, тем более они находятся в открытом доступе в сети, и следуйте им. Если хотите, чтобы я записал подробный ролик, как сделать фото на анкету лотереи, пишите в комментарии к этому ролику. Вторая категория – отсутствие сведений о некоторых членах семьи. Например, заявитель не включил в заявление супругу, с которой больше не живет, или не включил детей, которые с ним не эмигрируют. Если вы уже не живете со своей женой, но до сих пор не развелись, то вы обязательно указываете статус «женат» в графе по семейному положению. Что касается детей, здесь нужно указать количество детей до 21 года, которые не состоят в браке. Даже если вы в разводе, то указывайте детей, которые, возможно, не живут с вами и могли даже сменить фамилию, но они биологически родственники вам, их указывать обязательно. Ну и третья категория – неправильное англоязычное написание имени в заявке. Имя должно быть написано согласно правописанию местного языка. За последние 5 лет я сталкивался с сотнями проблемных ситуаций и отказов на основании одних лишь консульских подозрений о том, что правила лотереи были нарушены. Есть много проблемных ситуаций и отказов, основанных на одних лишь консульских подозрениях, и каждый случай индивидуален. Поэтому, если вы хотите получить консультацию по вашему случаю, пишите мне по контактам, указанным в описании к этому ролику. Что можно сделать, чтобы оспорить отказ по лотерее? Законодательством США строго запрещено произвольное и предвзятое принятие решений, злоупотребление свободой действия и принятие решений не в соответствии с законом. Тем не менее, это не мешает консулам выдумывать все новые причины для отказа в визе. Все отказы в заявках на получение визы по лотерее этнического разнообразия можно обжаловать. Получивший отказ заявитель имеет полное право потребовать пересмотра дела, представив новые доказательства, документацию или поставив под сомнение правильность консульского решения. Для разрешения консульских подозрений могут быть представлены дополнительные доказательства. Например, для решения проблемы аутентичности диплома может быть предоставлено письмо Министерства образования страны заявителя. В случаях, когда подвергается сомнению опыт работы, могут быть представлены документы по заработной плате, сведения из пенсионного фонда. Важно помнить, что даже в случаях непреднамеренного несоблюдения правил консул имеет право по своему усмотрению выдать визу по лотерее. Например, если рождение ребенка совпало с подачей заявки по лотерее, и ребенок оказался не включен в анкету, потому что у него на момент подачи заявки еще не было имени и свидетельства о рождении. Очевидно, что ставки очень высоки. Одно только посещение собеседования на получение визы может ввести семью в расходы на $1000. И это невозвратные визовые сборы, командировочные расходы, медицинское обследование, услуги переводчика и так далее. Но все равно риск оправдывает себя. Для многих выигрыш в лотерею – это единственный реальный шанс получить билет в новую жизнь, не имея при этом близкого родственника, живущего в Штатах. Вам не нужно быть талантливым музыкантом или олимпийским чемпионом, поэтому пробуйте. От того, что вы сейчас заполните анкету на розыгрыш грин-карты, вы ничего не потеряете. Кто знает, может, удача улыбнется именно вам. На этом сегодня все. Благодарю за просмотр. Надеюсь, что этот ролик поможет избежать отказов в грин-карте в случае выигрыша. Ведь выиграть ее – это только половина успеха. Важно учесть все моменты, которые я перечислил в этом ролике. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.